И сей великий день сделался еще знаменательнее с новостями, которыми я рад поделиться. Всем привет, народ! Сегодня ко мне в руки попала на обзор болгарка Janssen, модель болгарки YSJMA2, вот такое вот длиннющее название. Ну, собственно говоря, болгарочка приехала вот в таком вот кейсе, то есть кейс с кейсом пристегивается, и можем создать такой столб из инструмента. Ну, о кейсе говорить не будем. Итак, видите, все приехало переложенное вспененным полиэтиленом. Сразу нас встречает инструкция, полностью целиком на русском языке, плюс все картинки в цвете. Замечательно. Вот есть какие-то предупреждайки, как всегда, в принципе, и как обычно. Ну и сзади есть QR-коды службы поддержки. Если кому, не дай бог, что понадобится, сканируйте и обращайтесь. Так, а я здесь видел характеристики. Вот. Значит, модель 21 вольт, 6 ампер, и аж мы имеем 6, друзья, скоростей. Значит, первая скорость 3300, вторая 4550, третья 5900, четвертая 7450, пятая 9100 и шестая заявлена 11000 оборотов. Все это дело мы с вами проверим. Регулировка скорости, понятное дело, имеется. Значит, 125 диаметр, резьба 14, 6 режимов работы, ну, соответственно, 6 скоростей, 6 режимов работы. Посадочный диаметр 22,2, движок бесщеточный, антивибрационная рукоятка. Да. Давайте смотреть комплект. В комплект входит 4 отрезных диска. Вот такие, друзья, диски. Значит, толщина диска 1,2 мм. Ну, собственно говоря, посадка 22,2 мм и диаметр 125 миллиметров. Вот такой вот комплектный кожух, самый простецкий, с подвинтовой такой хомутик. В принципе, в основном все болгарки-то и комплектуются такими кожухами. Имеется, как всегда, визиточка Janssen, имеется золотой ключик. Не резина, не, друзья, не резина. Нормальный, в принципе, ключ. Значит, рукояточка заявлена антивибрационная, но здесь самый-самый простой, стандартный, как и везде практически, пластик. Далее, зарядное устройство Janssen, брендировано, все дела. Огромнейший респект вот за эти вещи. Нашу зарядку можно спокойно повесить на стенку. Класс. Но характеристик токовых у нас здесь никаких не написано. Ну и я могу судить, что это зарядочка максимум до 2 ампер. С этим разобрались. Значит, 2 аккумулятора, шестерочки. Аккумуляторы очень напоминают по цвету и расцветке аккумуляторы Shidoku Pro. Недавно были у меня на обзоре. Значит, на скотч не обращайте внимания. Этот аккумулятор я просто дозарядил до конца, дабы использовать его в наших с вами тестах. Вот, низ прорезинен. Все четко, красиво, отлично. Индикатор зарядки. Как кнопочкой, так и, соответственно, при установке и замене аккумулятора на инструмент. Шикарно. Раз аккумулятор. Второй аккумулятор, друзья, я уже разобрал, дабы не возникало никаких вопросов. Почему не разобрал, не показал. Вот, пожалуйста, пластик, в принципе, отличный и неплохой. Вот что мы имеем. Вернее, какую плату БМС мы имеем. 4 мосфета. 3 шунтика стоит. Все это дело, видите, подзалито герметом. Собственно говоря, к сожалению, не видно, установлена ли там термозащита, то есть датчик температуры. Я думаю, что где-то установлен все-таки. Вот, давайте дальше разбирать. А дальше, видите, опять же, эта плата так застряла, плата индикатора, ну, кнопочка индикатора, что я ее не могу снять. Поэтому будем как-то культурно снимать все это дело вот так. Так, ну и давайте я покажу элементы. То есть заявлено по 2 ампер часа, 3,7 вольт, 18650. А что за элементы, непонятно. Вот, в принципе, все то же самое, все одинаковое. Значит, давайте приоткроем мы сварочку. И посмотрим на сварочку. Сварка, я бы сказал, довольно-таки и неплохая. Вот. Ну, единственное, опять же, нету картонных колец изоляторов. Так, с аккумулятором покончили. Не буду, друзья, эти тесты я делать. Я просто в этом уже смысла не вижу. Ну и вот сама наша болгарка. Значит, что по сборке? По сборке вообще от слова совсем я претензий никаких не вижу.
придраться просто, ну, не к чему. Все красиво, все зачетно, все покрашено, все замечательно. Все, что черное, это у нас резина. В руке лежит как влитая, просто прилипает к руке. Отлично. Ну и вот такая рояльная клавиша включения. Хотя я таких клавиш, в принципе, как бы и не люблю, а люблю клавиши а-ля Bosch. Вот. Но нашего брата, как всегда, делят пополам. Кто-то любит рояльки такие, да, а кто-то вот эти кнопки. Поэтому ни к плюсу, ни к минусу это я отнести не могу. Кнопка блокировки вала, для того, чтобы мы смогли с вами зажать и отпустить наш диск. Гаечка совершенно вот такая простая. Ну, в принципе, стандартная гайка, как всегда и как обычно. Ответная планшайба уже имеет вот такую насечку, что не может не радовать, да. Ну и вот здесь все вот таким образом у нас собрано. Значит, смотрите, огромный респект за то, что мы не можем уже нажать просто так кнопку, не нажав вот эту кнопку. То есть имеется блокировка включения. Это огромнейший, друзья, респект. То есть в этом случае нам уже даже не нужна защита от дурака, так как кнопочка у нас все равно не включается. Класс. Но мы с вами проверим защиту от дурака. А вдруг у нас что-то здесь заклинило, застряло и так далее. Ну что, пуск, поехали. Хоп. Болгарка молчит. То есть, я бы сказал, две защиты от дурака здесь уже в ней присутствуют. Отпускаю и включаю. Все, болгарка включается. Замечательно. Значит, у нас предлагается рассматривать скорости вот в таком положении. Так, где-то почему-то... То есть слева направо, ну а если так, то справа налево. Значит, первая скорость, вторая, третья. Да что ж ты можешь сделать? Четвертая, пятая и шестая. Вот все скорости я вам продиктовал. Все это дело мы, конечно, с вами проверим. И теперь мне хотелось бы опять же проверить наличие памяти. Допустим, я люблю, чтобы болгарка всегда запускалась на максималках. То есть я все время работаю с металлом. Кто-то занимается какой-то там полировкой, то есть на низких оборотах. Поэтому смотрим. Шестая скорость. Поработали. Сел аккумулятор. Болгарочку разрядили. Принесли другой аккумулятор. Включили и включили. Шестерка. А кто-то любит, допустим, полировать на первой скорости. Если нет памяти и она будет запускаться с максималок, то он просто спалит ЛКП автомобиля. Смотрим. Еще раз. Врубаем первая скорость. Поработали. Сняли. Разрядили. Принесли новый аккумулятор. Подключили. Запустили. Первая скорость. То есть память присутствует. И это просто зачетно. То есть здесь все предусмотрено, как говорится, и нашим, и вашим. Шикарно. Просто шикарно. Теперь, пока пришло на ум, все спрашивают и просят магнитиком проверять контакты. Контакты, друзья, не магнитятся. Абсолютно. И это тоже зачет. И давайте мы, наверное, проверим контакты в аккумуляторе. Абсолютно не магнитятся. И это, опять же, зачет и респект. Дальше сделаем контрольное взвешивание всего этого дела. Но перед этим давайте я прикручу кожух, чтобы мы с вами смогли спокойно проверять обороты. Так, все, кожух установили, ответную планшайбу набросили. Ну, давайте просто прикинем этот самый отрезной диск. Так, что нам надо? Накрутить рукояточку. Аккумулятор мы уже в таком случае не положим. И давайте смотреть, с чем нам придется работать. Опа, лежит. Кило 463 грамма, то есть болгарка у нас в полном рабочем сборе, но без аккумулятора. С аккумулятором я в таком случае не взвешу. Давайте вот взвесим хотя бы этот один аккумулятор, чтобы понимать, что к чему. 894 грамма. Уже сами сложите и получите рабочий полностью вес. Так, ну а мы будем проверять обороты. Для этого берем вот такой вот шлифовальный диск. Друзья, кто-то писал, там этот диск работает как маховик, там не то тормозит болгарку, не то ее не тормозит. Короче, в каком-то видео все это дело я был проверил.
Обороты, да, немножечко различаются, даже, наверное, около в районе 10. Нас это, как бы, сами понимаете, не тревожит. Поэтому будем измерять на, собственно говоря, вот этом вот диске. Будем измерение начинать с максимальных оборотов. Вот у нас 6-я скорость, максимальные обороты, заявлено 11 тысяч. Так, берем тахометр, включаем. И понеслась. И мы получили 7150 оборотов из заявленных 11. Давайте дальше. Дальше 5-я скорость поехала. 5-я скорость у нас должна быть 9100. Погнали. Грубо 6650. 4-я скорость. 4-я скорость 7450. Погнали. Ровно 6000. 3-я скорость. 3-я скорость 5900. Поехали. Мы получили уже 5300. Немножко приближаемся к заявлению. Что-то такое чувство, что 2 остальные скорости будут как раз. Итак, 2-я скорость. 4550. Понеслась. И тут уже они угадали. 4. Сколько там? 600. Отличный результат. Ну и 1-я скорость. Плохо, что надо по порядочку перебирать. 1-я скорость 3300 по заявлению. Смотрим. Ну а мы получили с вами 3900, там грубо 50. То есть уже немножко больше, чем заявлено. Все, друзья, разбираем, смотрим по-быстрому, что внутри. Ну что ж, первым делом я открутил вал. Смазка у нас такая ярко-синяя, классная. В принципе, смазки я бы сказал, что можно сюда немножечко добавить. Вот, на мой взгляд, маловато ее здесь, но хотя вся шестерня, в принципе, как бы в смазке. То есть по шестерне сказать ничего абсолютно не могу. Так, и что у нас там? Втулка не то подшипник. Сразу сам гляну, потом покажу вам, наверное. Значит, народ, здесь у нас просто втулочка с такими 3 пазами, видимо, под смазку. Не подшипник, а втулка. Раскручиваю дальше. Раскрутил сам редуктор. Сразу проверяем, есть ли здесь возможность переворота редуктора. Ого! Не могу покрутить. Ну, давайте тогда снимать. А, он, видите, в направляйках сидит. А вот так. Так, как это мне надо работать? Вот так и так. Нет, редуктор не перекрутишь. Только в 2 положениях. Либо так, либо вот так. То есть здесь несимметричный квадрат получается, и его никак не перекрутишь. Его, наверное, и так не поставишь. Нет, поставишь, вот. То есть либо так, либо вот так, как она приехала. И то я уже что-то собрать не могу. Ну, она ж так приехала, я ж так кнопку нажимал. Так, правильно. Короче, ладно. Она приехала так, но пока сложить так не могу. Попробуем вытянуть ротор. Вот такой вот ротор
подшипник. Значит, на глаз, опять же, движок. Здесь ротор 26 миллиметров, наверное, на 25 миллиметров или на 30. 26 миллиметров. Длина, да, 25 миллиметров. Длина по металлу, по латуни этой 31,68, ну 32. Подшипник, ах ты, подшипник 19 миллиметров. Вот, в принципе, как бы и все. Все ходит плавно, четко, аккуратно. А мы с вами разбираем электрическую часть. Вот моторчик у нас уже такой синий. Тоже бесщеточный. 6 обмоточек. Разобрал, раскрутил полностью корпус. Вскрываем. Давайте и смотрим. Да что ж ты не открываешься-то? О, выскочила пружинка, значит, кнопочка блокировки. Вот она у нас. Пластик толстезный, добротный, четкий, крепкий. Так, здесь по ходу пружинка установлена была под эту вот кнопочку, то есть вот как-то сюда. Ну и смотрим, то есть обыкновенный концевой микропереключатель. И давайте смотреть токосъемник. Токосъемник. Опять же, друзья, под батареи а-ля Makita. Вот такой токосъемничек. В принципе, отлично все. Пайка замечательная. Контакты, я не помню, показывал, не показывал. Не магнитятся. Вот, видите, сейчас прекрасно это видно. Контакты не магнитятся. Что у нас по контроллеру? Так. Паечка замечательная. Вот, но провода, как по мне, какие-то идут тонковатые на движок. Тонковатые. Может быть даже падение напряжения на таких проводках. Так, по контроллеру есть какая-то маркировка. Не знаю, вам будет видно, либо не видно. Читайте сами. Конденсатор 1000 микрофарад, 35 вольт, по-моему, да. 35 на 1000. Ну, все, в принципе, стандартно. Ничего как бы нового здесь у нас и нету. Движок уже вынимать не буду. Вот такой вот движок. Померяем 42, наверное. Ой, 50 скорее всего будет по диаметру. Да, ровно 50 миллиметров. И оплеточку, обмоточку, наверное, где-то вот здесь посмотрим. О, помимо. О, провод миллиметр. Вот, как бы, народ, и все. Собираю и пойдем что-нибудь там резанем. Так, народ, извиняюсь сразу за освещение. Почему? Потому что если на улице снимать, то ваттметр дисплей совершенно бликует, совершенно засвечен. И мне просто никаких вариантов не осталось, как снимать вот в таком вот гараже, немножко в теньке. Надеюсь, вы меня поймете и простите. Значит, телефон снимает ваттметр. Вот он здесь. Здесь аккумулятор. 26 вольт. Ну и вот подключенная болгарка. Значит, делаем рез, опять же, металла 16 на 40. Во всех своих тестах я режу этот металл, поэтому и сейчас будем резать данный металл. Режу кругом миллиметр, лугообразив, и поехали. То есть первый у нас тест на рез. Ногой немножко подбил я камеру. Ну что ж, поехали.
Воля, вот и все. То есть, друзья, резал я без особого давления, просто нормальный, спокойный рез. Вот и, ладно, не буду поднимать, только к концу пошла у нас немножко, побежалась металла, потому что оставалось совсем тонкое место. Вот, не давил. Сейчас я буду пробовать до остановки, то есть буду давить. А вы, собственно говоря, наблюдайте за ваттметром. Друзья, ваттметр во время съемки я абсолютно не вижу никаких показаний. Все показания видите сугубо только вы. Я буду видеть во время монтажа. Погнали. До остановки. Оп. Я надеюсь, вы заметили, на каком токе у нас это все дело обрубилось. Давайте еще разок. Опа! Есть такое дело. Значит, это мы посмотрели. Это была, друзья, максимальная скорость. Шестерочка. Все, резать мы на других скоростях, я думаю, не будем, а будем только шлифовать. Поэтому сейчас попробуем на всех 6 скоростях, вот, до отсечки пошлифовать, чтобы вы посмотрели все эти токи. Так, ну что ж, поехали. Значит, диск мой экспериментальный, взял я зачистной кружок свой уже паленый, перепаленный. И давайте смотреть. Значит, сразу будет у нас просто нормальная шлифовка без всяких там выделываний, которая должна составить в районе 30-40, там 45 ампер. Ну что ж, поехали. Вот, надеюсь, вы, друзья, видели, как работает нормальное шлифование. Ну, а теперь будем, значит, у нас, напоминаю, 6 скорость. Не знаю, видно вам будет. Так, что ж такое-то? 6 скорость. И давайте до отсечки посмотрим при шлифовании, как мы его задушим. Смотрим. Ваттметр не потух, следовательно, отсечка была у нас сугубо на болгарке. Дай бог зрения, сколько здесь она у нас составила. 71,5 ампер, пиковый ток. Еще разок давайте. Так, я смотрю только пиковый ток, уменьшился или нет. Ну, сейчас 72,4. Вот, меняем обороты. 5 скорость. И пробуем. Нормальное шлифование и отсечка. Думаю, достаточно, а сейчас до отсечки. Хоп. По 2 опыта уже делать не будем, так как скоростей у нас очень много. Переключаемся, друзья, на 4 скорость. 4 скорость, нормальная работа. Думаю, достаточно. Кто-то скажет, ага, ты не прижимаешь, все искры не летят. Друзья, диск уже отполирован, поэтому искр как таковых и нету. Искры будут только во время сильного уже давления. Ну и отсечка. Опа, вытягивает, так слышно, что вытягивает уже малые обороты, просто тянет. Едем 3 скорость. 3. Нормальная работа.
Народ, не знаю, как вам, но вот на третьей скорости волокет, мама не горюй. Можно спокойно работать, точно так же, в принципе, как и на шестой. Поэтому отсечка. Ну, ты смотри, как вытягивает. Чем меньше скорость, тем больше мощности, и тем больше она как бы вытягивает. Ну, замечательный, в принципе, как бы результат. Итак, вторая скорость. Вторая скорость. Нормальная работа. Думаю, все видели показания. И вторая скорость отсечка. Ну, смотрите, как она пытается еще последние обороты вырвать и вытянуть. Ну, прикольно, прикольно. Итак, первая скорость. Первая скорость, нормальная работа. Вот даже прижимаю. Надеюсь, вы видели, я прижимал, токи, к сожалению, я не видел, какие на первой скорости. Но вот она просто вытягивает замечательно. Ну и теперь отсечка на первой скорости, и будет все. Вот вам и конец, как говорится, эксперимента. Короче, народ, что могу сказать в заключении? В заключении могу сказать, что отличная нормальная болгарка, которой совершенно спокойно можно делать любую работу. Также при резании, при шлифовании до отсечки вы сами видели, что аккумулятор у нас в защиту не входил, а входила в защиту уже сама болгарка, сам контроллер ее загонял в защиту по высокому току, что где-то крутилось у нас в районе 70 ампер. Поэтому и аккумулятор здесь можно спокойно использовать, тем более 6 ампер с данной болгарочкой, будет он тянуть и работать. Конечно же, не надо со мной спорить, что там ТПЦ в разы лучше, это все так, но есть в комплекте аж 2 аккумулятора на 6 ампер, которые спокойным образом справляются с данной работой на болгарке. Сколько мы сделали экспериментов, аккумулятор имеет полный заряд. Вот. Ну, падение напряжения, опять же, вы сами видели, когда наблюдали за током. Поэтому болгарочкой можно смело работать. Вытягивает отлично. 7-160 оборотов. Ну, я, конечно, скажу, что это маловато для болгарки. Но если кто меня смотрит с самого моего, как говорится, начала, и на моей первой болгарке, а это был, вот хоть убей, не помню, не то Хеймердингер, не то Васай. И там было аж 5000 оборотов. Можете пойти посмотреть то видео. Я пилил точно такую железяку. Работала просто превосходно. Поэтому, конечно же, чем больше оборотов, тем как бы круче. Но имеем то, что имеем, как говорится. 7150 оборотов или 160. Ну, давайте 7200, допустим, оборотов. Вот, и она нормальным образом работает. Ничем, допустим, не хуже той же моей потуопрошки, в которой там, ну, реальных 9000 оборотов. Вот. А чем ниже скорость, тем получается как-то больше у нее мощности. Сами видели, как на шлифовании она работает. Ни одна такая болгарка, допустим, не может похвалиться в режиме шлифования на первой какой-нибудь там скорости захудалой и так отлично тянуть. Вот. Хотите, считайте, реклама, не реклама. Друзья, показал все как есть, рассказал, раскрутил, разобрал. Решение сугубо за вами, но болгарочка зачетная. Вот я вам честно это могу сказать. Единственное, что мне не нравится, вот эта вот рояльная клавиша. Если вы могли наблюдать, я когда включал, я включал ее 2 руками. Вот, потому что так работать я не могу, так ее я просто не могу включить. Вот это меня как бы только бесит, это рояльная кнопка. Все, остальное все просто отлично. На этом, друзья, все. Всем спасибо за просмотр. Опять же, вы все сами видели, поэтому, кому интересно, ссылку, как всегда, я оставлю в описании к видео. На этом всем огромного здоровья, удачи, до новых видео, пока! Я просто даю факты.